Всем привет! Сегодня 55-й день. И так радостно, что с утра уже нету никакого дождя. Кошки выбирают мясо из каши. Пирожок пришел за завтраком. Так что все хорошо. Сейчас пирожок, сейчас все будет. Пирожку тоже гречневая каша с куриными сердечками. Вот и вкусненько всем. Надя сегодня поедет с сыном в Новый Афон. И я надеюсь показать вам, как она там путешествовала. Ну, а я, наверное, останусь на берегу. Хорошо, что нету дождя. Я просто хочу смотреть на волны. Наконец-то я вышла из дома и иду к собакам. Даже немножко солнышко выглядывает через тучи. И это так радостно. Сразу хочется что-то делать, придумать, и даже куда-то сходить. А дождик я не люблю. Море и небо сегодня все-таки различаются по краскам. И надеюсь, что море будет сильно светлее, чем во вчерашний день. Ну и так сегодня хотя бы не коричневое. Над Афоном и над Эшерой все еще низко висят облака, но они уже кучевые, и поэтому не так страшно все. Авось и будет без дождя. Потому что у меня сегодня есть план на этот день. И хорошо бы этот был план в солнечную погоду, иначе ничего не получится. Волны меня приветствуют и докатываются до самых ног. Ну так, и сразу возле ног останавливаются. Ну привет, привет, море. Я на месте. Я вижу своих черных собак, лежащих возле остановки, вот той зеленой. Один голову поднял, но это, по-моему, папа, остальные спят. Интересно, узнают, не узнают издалека. Пока не узнают. Спят, как ангелы. Прямо на земле. А кто это? А это улыбака пришел первым. Да ты хороший, хороший. Дай улыбочку посмотрю. Такой пес улыбчивый. Ай. Ну никак мне не увидеть его улыбку, не зафиксировать. Ага, все остальные тоже все поняли. Ну пойдемте, пойдемте. Все, идем, идем, улыбака, идем. Пойдемте, пойдемте. Все, все. Батюшка зовут остальных. Типа, где все? Все на кормежку. Так, все пришли. Да, все здесь, все здесь. Пойдемте, пойдемте. Все, все. Не успела положить. Все, начинается драка. Погодите, нельзя так воровать со стола. Давайте со всеми вместе.
Мама опять-таки стоит, не отбирает. Папу удалось отманить хлебом, пока мелкие едят. Все. Сегодня я им принесла, наверное, чуть ли не в 1,5 раза больше. Но все равно 10 секунд и ничего нет. Все, ребята, все кончилось. Ухожу обратно за кормом за вашим магазином. Спасибо, добрые люди, кто пересылает денежку. Сейчас пойду ее и потрачу на корм. Все, ребятки. Малыши доедают все, что просыпалось. Но, к сожалению, больше нет. 1,5 килограмма сухой гречки, килограмм мяса ушло за 10 секунд. Да, еще 2 буханки хлеба. Ну, а я возвращаюсь вдоль моря до магазина и до дома. На обратном пути после дождей мне приходится обходить эту речку поверху, через мост. И вот сегодня она уже вполне себе мирная, а вчера такая бурная была с дождями-то. Веселенькая бежала. А еще мне вчера рассказали, что однажды эта речка вышла из берегов, затопила мост и даже смыла часть огорода у людей. Хотя, на мой взгляд, вот здесь по высоте стены, ну, метров 5 точно есть до воды. Может, больше. Вот так. Как все здесь непредсказуемо и неожиданно. Ну, а я любуюсь на ромашки, которые растут прямо из асфальта. И пойду дальше, в другой магазин. В одном я купила крупу и хлеб, но там не было мяса. Сейчас куплю мясо для собак. Несколько килограммов, которые я покупала на рынке в Сухуми, мясо уже закончились. И просто ради этого на рынок я ехать не хочу. Это получится, потеряешь целый день. И все, просто на разъезды туда-сюда. Пока до остановки полчаса дойдешь, пока дождешься этого автобуса, тоже может быть полчаса, если сразу не придет. Ну, пока на рынке, там, ладно, пускай полчаса. И опять час на дорогу. Вот и день прошел. Поэтому куплю здесь в магазине. В Ишере я знаю 3 магазинчика. Вот магазин Ишера, в котором только что была. Вот этот вот продуктовый магазин и еще один. Ну, ассортимент такой первой необходимости все есть, конечно. Вот. Ну, вот продуктов здесь редко продают. Вчера только купила здесь сердечки по 200 рублей килограмм. Вернее, не килограмм, 200 рублей, там 900 грамм было в упаковке. Я решила немного погулять по берегу в такой хороший солнечный денек. Почти жарко. На горизонте вижу несколько кораблей. Солнце светит прямо в глаза. Приходится ходить в темных очках. Вообще это хорошая штука. Солнцезащитные очки зимой. А по небу летят птицы косяками. Гуси, наверное. Вот уже второй подряд косяк летит. На юг, наверное, собрались. Холодно им здесь. Солнце играет прямо в этой пене. Она ярко-белая. Даже глаза слепит. И волны пытаются
добежать мне до ног. Но пока у них это не получилось. Море выкинуло бревнышко. Видите, как она его тащила? Перед ним галька, а сзади за ним песочек. И еще выкинула много мелких палок. Я хочу их собрать в одну кучку. Может быть, сделать костер. Веточки довольно сухие, легко ломаются. Ну да. Если дождь не намочит, то вполне себе можно сделать костер. Вон их здесь сколько навыкидывала. Ну, а по пути, когда, если получится с костром, я еще и мусор пожигаю, какой найду. Ну, если получится. Потому что, как показывает практика, разжечь здесь не так-то просто. То ли древесина такая, прям крепкая, неразжигаемая, то ли еще что-то, не знаю. Но это та еще песня. Я живу в очень хорошем месте, в Ишере. И это знаменитое место. Раньше здесь была спортивная база, которая тоже так и называлась, Ишера. Она была крупнейшей в Советском Союзе. А раз в Советском Союзе, значит и в мире одна из выдающихся спортивных баз. Ее территория занимала 64 гектара. Вот, может, я сегодня погуляю немножко по этой территории. Вряд ли я 64 гектара обойду. Но тем не менее. Небо говорит: ну ты гуляй, гуляй, но на всякий случай далеко не уходи. Потому что все здесь может поменяться в 5 минут. И пойти дождь, потому что он обещан был нам. А раз обещан метеорологическими службами, значит, надо выполнять. Строительство этой базы началось в 60-х годах прошлого века и продолжалось лет 30. И даже еще не было закончено, потому что по генеральному плану должны были быть еще обустроенная набережная и некоторые залы, помещения, бассейны для отдельных видов спорта. А всего здесь могли готовиться, тренироваться спортсмены по 40 видам спорта. Все здания сейчас разрушены, непригодны к использованию. Вот это наиболее, нельзя сказать, сохранившееся здание. Это просто наиболее заметное, наверное, здание здесь, гостиница, где жили спортсмены. Спортивная база Ишера была построена на месте аэродрома, который перенесли в Бабушары. Правда, в Бабушарах сейчас тоже аэродром не действующий. Но, говорят, года через 2 он будет принимать уже самолеты. Во время войны 1992-1993 год это здание сильно пострадало, потому что оно было как раз на границе боевых действий. И так как это здание очень высокое, понятно, что отсюда велись наблюдения, обстрелы. И все стены изрешечены пулями как с внешней стороны, так и есть следы и с внутренней стороны. Здание 9-этажное, просто грандиозное. На взгляд так как бы больше, чем 9 этажей выглядит. Могло принимать, по-моему, 200 человек вот в этом здании могло разместиться. Но мне кажется больше, потому что я читала, что всего этот комплекс мог принимать 3000 спортсменов одновременно.
на всех площадках. Сейчас же на балконах растут какие-то деревья, растения. Нет ни одного окна, стекла. Все, конечно, разрушено, разломано. И ладно бы война. Конечно, она очень сильно повредила все эти здания, но, как я читала, большой урон нанесли сами местные жители этому всему. Даже крышу просто обрушили, развалили вот над помещением бассейна. Только для того, чтобы забрать металлоконструкции и сдать их на металлолом. Вот сейчас я подхожу к зданию и слышу там какие-то стуки. Я не знаю, что это за стуки, но как вариант, возможно, отбивают еще оставшиеся металлические конструкции. Слышите эти звуки? Стучат и отбивают что-то. Ну, я туда не пойду, а то мне еще по голове прилетит. Вот там, где растут пальмы, там была крыша над бассейном. А сейчас там пустота. Мы как-то в какой-то из дней сюда забирались. И я еще сделала предположение, что почему-то крыши нет. А потом уже прочитала, что крыша-то была, только разобрали ее и сдали по цене черного металла. Вдумайтесь, люди. Огромные, просто огромные материальные ценности идут по цене черного металла. Бедное здание, как его покоцали пулями, снарядами. И до сих пор на земле лежат гильзы. Огромная территория, прекрасный климат. Рядом горячий источник, из которого вода шла в бассейны и в ванны, где отдыхали и оздоравливались спортсмены. Прекрасные растения, посаженные специально. Аллеи, дорожки. Все поросло. Вот так. Наверное, даже после войны можно было бы что-то восстановить. И даже начали работы по расчистке, расчистили несколько помещений. И даже хотели установить там какие-то тренажеры. Но однажды, приехав посмотреть, как идут работы, директор увидел, что инвентарь просто вывозится, грабится. Конечно, он сделал как минимум замечание, скажем так, мягко. Ему же ответили выстрелами в его сторону. Короче, по итогу весь инвентарь разграбили, вывезли, и ничего сделать восстановительного не удалось. Можно забраться наверх по лестнице по этой и посмотреть сверху все. Но я уже была там. И забраться туда лучше все-таки вдвоем, а не одной. А вот в подвальном помещении я не была. И туда тоже одной не стоит идти, тем более, что здесь все затоплено. Все затоплено. Не знаю, видно ли вам вода. Сейчас я вам ее покажу. Вот. В подвале стоит вода. Ну, фонарик у меня тут не пробивает. Что там такое? Конечно, я туда внутрь не пойду. Но в начале 2000-х, по-моему, в 2008 году, когда Юрий Лужков еще был мэром Москвы,
Он приезжал сюда с предложениями восстанавливать спортивную базу. Ну, предлагал здания снести, на их месте построить новые, ну, там что-то почистить. Ну, в общем, какие-то документы даже были подписаны, и работа могла начаться. Но потом Юрия Лужкова сняли, и это все тоже поросло травой. Сохранились дорожки, сохранились посаженные деревья некоторые вдоль этих дорожек. И, конечно, здесь была красота красотенная. Но сейчас можно это только представить. На дороге очень много открытых люков. И я в них всякие палки вставляла, чтобы было хоть как-то заметно. Вот, смотрю, лежит колесо прямо на люке. Ну, чтобы люди не упали, как я понимаю, или чтобы машина сюда колесом не въехала. Ну, молодцы, позаботились. А вот интересно, кто же крышки от люков снял? Ведь они же были. Вот это, как я понимаю, главный вход с лестницей широкой, ведущей наверх. И потом от нее по всяким переходам боковым можно было забраться на самое высокое здание. Несколько футбольных полей, бассейны, корты, множество спортзалов для тренировок. Огромные-огромные материальные вложения. И все это неизвестно где. Только слышу грохот. Что-то все-таки отколупывают. Но не видно кто. А вот эта многострадальная крыша, просто с другой стороны я подошла, которой сейчас нет. Которая ушла, наверное, за несколько тысяч рублей приемщику металла. Чем дольше живу в Абхазии, тем больше люблю эту страну. Ее природу, климат, море, небо. Восторгаюсь ею. И тем больше появляется какой-то боли за разруху, за мародерство. За то, что вот просто в пустоту ушли огромные народные средства. Российские, между прочим. Конечно, местные жители хотели бы, чтобы это все восстановилось. Здесь была хорошая работа, высокооплачиваемая. Люди были при деле, а сейчас они вынуждены кто-то покинуть свои дома, кто-то выживает просто своим хозяйством, мандариновым садом. Ну, конечно, это было бы для них очень хорошо, если бы здесь все восстановилось. И решать это все не им, а только на государственном уровне. Но на государственном уровне это никак не решается. Потому что, во-первых, огромные деньги нужны. Кто же их даст? Наверное, их может дать тот, кто потом будет уверен в завтрашнем дне, что это не отберут, не разбомбят, не разграбят. Ну вот, пока, видимо, таких нет. Ни инвесторов, ни стран. Ну а я решила погулять по дорожкам, по которым еще не ходила здесь.
просто так, куда выведут. И вот сейчас иду по чудесной аллее. Слева кипарисы, если я их правильно понимаю. Справа я не знаю, что за дерево. Кто знает, напишите. Ну так их много, и они одинаковые. Видимо, это специально посаженные деревья. Ну вот я еще вижу эвкалипты там чуть подальше. И если глазами убрать колючки, кустарник и мелкую поросль, то, конечно, здесь просто шикарно. И красота красотенная. Дорожки были асфальтированы, поэтому они как-то сохранились и угадываются. Не заросли, просто потому что асфальт лежит. И вот я подхожу к какому-то спортивному комплексу и вижу на стене нечто красивое. Сейчас посмотрю поближе. Это декоративное панно. Часть его утрачена, потому что половины стены просто нет. А часть еще сохранилась. Вот это декоративное панно. Блестит на солнце, изображает спортсменов. Ну, видимо, играющих в какую-то игру, не поняла в какую. А еще рыбок. Может быть, это был бассейн. И вот здесь на стене остатки плиты с мозаикой. Что там изображено, непонятно. Зашла внутрь. Ну, зрелище удручающее. В потолке дыры, видно небо. Стены тоже, ну, может быть, они были какие-нибудь стеклянные, но вот все прозрачно. Это, видимо, спортзал какой-то был. На улице солнце, ясно. А здание все не перестает плакать. И мне тоже хочется плакать и просить прощения у этого здания и у всех других, и вообще у спорткомплекса Ишера, как будто я его разрушила. Ну вот так. Когда есть чувство, что ты ответственен за весь мир, то себя никак не уговорить, что я тут ни при чем. В общем, хватит с меня грандиозных заброшек, даже если эти заброшки одни из самых грандиозных на Черноморском побережье. Я это уже не вывожу. Пойду лучше гулять по природе. Вот по этой кипарисовой аллее я и приду куда-нибудь. Дорога идет налево и идет направо. Я решила пойти направо, там, где больше света. Конечно, я не обошла не то что половину, я думаю, что и четверти не обошла. Но, если честно, я не хочу уже. Все, иду к морю. Там, где море, небо, кипарисы, пальмы и солнце. Возле этой дорожки я вдруг увидела некий водоем. Похоже на пруд. Вода непроточная. Все тихо, никто не плавает. Наверное, там даже можно искупаться при желании. Дно вроде как каменистое. А водичку сейчас попробую. Вода холодная, ну такая терпимая. Не холоднее, чем в море.
Ну что ж, возьмем на заметку. Попыталась обойти его по тропинке, но тропинка привела опять к берегу. Но место явно посещаемое, потому что вижу кожуру от мандаринов. Попробую пройти дальше. Что же это за объект такой водный? Это явно пруд. Я вижу, как он заканчивается здесь справа. А на другом берегу вижу кресло и какую-то такую скамеечку, типа дивана. Правда, еще рядышком вижу помойку. Ну, видимо, люди где отдыхают, там и гадят. Попробую до туда дойти. А в воде, насколько я понимаю, вижу раколовку с чем-то белым. То ли это прикормка, уж не знаю что. Раков внутри не вижу, но, может быть, просто не вижу. Но если здесь есть раки, то вода, значит, чистая. Ну, какой-то понятный мне объект. Как маленькое озеро. Ну да, вот остатки вот этого белого чего-то, видимо, подсыпали как корм. И вот там в раколовке в этой лежит. Все, дальше не обойти. Сквозь ветки видно здание спорткомплекса, гостиницы. Здесь никакой дорожки нет уже, кусты. И я тогда пойду обратно. Может быть, с другой стороны мне бы удалось пройти к тем кресельцам. Ну, посмотрим. Вышла к морю. Здесь солнышко, настроение сразу улучшилось. И вот вижу на берегу выложенные камнями круги. И по центру тоже большой камень. И это очень похоже на Крамлех, который я уже раза 3, наверное, показывала вам. Кто-то же заморочился, что-то ведь это для него значило. В общем, я на всякий случай войду сюда в серединку, загадаю желание. Ну и добавлю чуть-чуть к постройке. А теперь пойду в сторону дома, по берегу моря. Буду слушать, как волна шумит камушками. Она их, видимо, приносит и тут же забирает обратно. И стоит такой каменный грохот. Но сейчас не очень большой грохот. Вот когда был шторм, я определяла, что волна подходит к дому и на крыльцо. Когда этот грохот был очень громкий, и я его слышала из домика. А сейчас так, одно удовольствие. Волна пытается намочить мне ноги. Рассердилась, что я стою здесь. Но ей не хватает сантиметров 5 до моих ног. Потому что я стою на горочке. Не, ну, конечно, если совсем рассердится, то ноги-то намочит. Но это не страшно. Ногами можно пожертвовать. Просто ради того, чтобы послушать,
как волна катает камешки. Чудесный звук. Под этот звук я засыпаю вот уже который день. Но может, не под такой громкий, но уже привыкла к нему. Над морем небо ясное, а вот здесь все заволакивает тяжелыми тучами, синей подложкой. Но пока еще есть пара часов светлого времени. Если дождя в это время не будет, то считаю, что день удался солнечным. Хочу разжечь костер. Почиркала зажигалкой. Понимаю, что это плохая идея. Нужно идти за спичками. И зачем-то еще нормальным, что разжигается. То есть здесь вся растопка сыроватая. Но план такой есть. Может быть, получится сегодня сделать костер. Вот и закат. А я подготовилась немножко. И все-таки надеюсь разжечь костер. Я сделала растопку. Это просто ватный диск. И я накапала туда воска. Вернее, парафина от свечки. Должно гореть просто великолепно. Ну, конечно же, это горит великолепно. И гореть будет долго. Я успею подложить множество веточек, чтобы они разгорелись. Ну вот, никакие сырые палочки, никакой сильный ветер не страшны. Против ватного диска, закапанного парафином, еще ни один костер не устоял. Ну, а небо потихонечку начинает приобретать разные краски. Если честно, я надеялась на более яркие краски. Но солнце как-то тихонечко зашло и не хочет подсвечивать облака. Ну, может быть, чуть позже это получится у него. А небо заволакивает опять тучами. И по прогнозам завтра дождь. Как бы не хотелось. Так хорошо сегодня было. Да, все-таки здесь дрова трудно разгораются. Ну, посижу, сколько погорит. И пойду домой. Но вообще-то это большое удовольствие, когда костер горит. Когда можно подкладывать веточки в него. Он совсем живой.
А вот там на закате идет корабль. Близко к берегу, я хорошо его вижу. Что-то щелкнуло в костре. Я так и подлетела назад. Там даже два кораблика близко идут. Отчетливо видно. С этой стороны все уже в темноте. И новый Афон зажег свои огни. Ну, а мой костер без внимания стал тухнуть. Вообще-то был план сделать большой костер. И, возможно, даже испечь картошки на нем. Но, как показывает практика, в этом климате не так-то просто он горит. Зато я удивлялась. Иногда видела, люди жгут траву, ну или что-то такое. И вокруг бурьян стоит просто стеной. А огонь, ну, примерно на 1 квадратном метре горит, и все, и дальше не расползается. Если бы у нас так зажгли траву, по-моему, там пожар был бы на всю деревню. А здесь нет, горит в одном месте, и все. Вот и мой костерок решил потухнуть. Хотя веточки там совсем тоненькие. И куча хорошей растопки. Все прошлые костры, которые я показывала, они были сделаны на основе чьих-то. То есть люди жгли днем костер, там были толстые головешки, такие толстые палки обугленные и еще горячие с угольками. И уже на них я накладывала свой хворост, и оно разгоралось. А вот, как показывает практика, с нуля здесь сложнее разжечь. Они не хотят горять. Ну и ладно. Вот полюбуюсь остатками заката. Надо мной уже темная туча нависла. Прямо темно-синяя. И только небольшая светлая полоска там на горизонте. Между тучами. Ну и кораблики. 2 идут. Вот один слева, а другой с огоньками по центру кадра. А в той стороне синь порох, темная туча. И море приобрело какой-то металлический цвет. Жалко, что эта огромная туча не подсветилась. Солнечным лучам не хватило силы пробить вот те тучки на горизонте. Ну ладно, пойду домой. Во второй части еще будет видео от Нади, надеюсь. В Новый Афон она не поехала, но где-то погуляла. А я на этом с вами прощаюсь.
Спасибо всем, кто смотрел. Пока-пока.